На подготовленной поверхности ногтя рисуем набросок нашего будущего дизайна. У нас это Винни-Пух. Этот вариант дизайна мы будем рисовать без схемы, так как он очень простой. Голова Винни-Пуха грушеобразной формы. На части ее у нас закрыта шарфом, поэтому мы рисуем только носик, глазки и ушки. Наш дизайн будет располагаться на двух типсах. На первой это сам наш герой, а на второй типсе продолжение шарфа и пару осенних листьев. Хочу напомнить, что схемы рисования Винни-Пуха вы можете найти в моих предыдущих видео. Наш набросок готов. Приступаем к разукрашиванию. Нам с вами понадобится белый, черный, красный, желтый, синий, фиолетовый и коричневый цвет гель-лака. Чисто желтым гель-лаком полностью закрашиваем мордочку Винни-Пуху и ушки. Все желтые гель-лаки немножко капризны, поэтому просушим в лампе 30 секунд. Следующим этапом разукрасим синие полоски на шарфе. Очень советую периодически делать временную просушку. Она составляет всего лишь 15 секунд. Работаем конвейером сразу на двух ноготках. Незаполненные полосы на шарфе разукрашиваем фиолетовым цветом. Также работаем конвейером и просушка 15 секунд. Старайтесь не набирать много гель-лака и рисуем стык в стык. Чтобы получить оранжевый цвет, нам нужно желтый смешать с красным, а вот нужный тон намешивайте самостоятельно. Получившимся цветом разукрашиваем один или несколько листочков. Мне захотелось сделать только один листик оранжевого цвета, а все остальные красные. По желанию в дизайне вы можете использовать цвета, которые вам больше подходят. Я решила нарисовать еще один листик над Винни-Пухом, так как мне двух показалось мало. Мы с вами все разукрасили, осталось только продублировать фон. Вы можете сделать это белым цветом, как у меня, а можете выбрать любой другой. Я бы посоветовала пастельные оттенки бежевого или зеленого. На этом этапе просушка в лампе составляет 30 секунд. Перекрываем наш дизайн любым каучуковым топом. Просушиваем в лампе 1 минуту. С просушенного топа снимаем дисперсию, если она у вас есть, и старым шлифовщиком матируем поверхность. Шлифовщик должен быть очень старым, чтобы не оставалось глубоких борозд. Сейчас самый важный этап – это этап обводки. Всю обводку будем делать только черным гель-лаком. И именно в этом дизайне можно не придерживаться очень тонких линий. Внешнюю обводку Винни-Пуха и листочков старайтесь сделать чуть потолще. В такой технике наш дизайн будет очень похож на рисунок из комиксов. Если вдруг вас не устраивает плотность вашего черного гель-лака, вы можете заменить его на гель-краску или на акриловую краску для росписи картин. Единственное отличие акриловой краски – это только то, что ее нужно будет высушить на воздухе. Если вдруг у вас нет ни гелевой краски, ни акриловой, вы всегда можете просто продублировать контур. И не забывайте почаще его подсушивать. Так как дизайн у нас мультяшный, нарисуем пунктиром дуновение ветра. Вы можете не рисовать пунктир, а маленьким дотсом поставить точечки. Сделаем наш дизайн немного объемным. Для этого нам нужно будет просто проставить тени. Смешаем коричневый с оранжевым, чтобы получить более светлый оттенок коричневого. Получившийся цвет намешиваем с каучуковым топом. Полученным оттенком проставляем тени, но только на желтом цвете. В этой технике тени растушевывать не нужно.
Чтобы наш мишка был более милый, нарисуем румянец. Для этого красный смешаем с каучуковым топом. Полученным оттенком рисуем 2 небольших овала на щечках. Нам осталось только проставить блики и более глубокие тени. Для этого с каучуковым топом намешаем белый и черный гель-лак. Белым замесом проставляем блики на ушках, носике, на лобике, немного растушевывая и, конечно же, на шарфике. На листочках блики не ставим. Не наносите большое количество бликов и теней, они должны дополнять наш рисунок, а не пачкать его. Черным замесом проставляем тени на шарфике, а также ставим тень от листочков и от самого Винни-Пуха. Запомните, тень – это не обводка, она на всем дизайне ставится только с одной стороны. Если у вас не получается правильно ставить тень, вы можете просто ее не рисовать. Чисто белым гель-лаком делаем тоненькую прорисовку. Если вы хотите, чтобы прорисовка была более видна, то ее рисуют гель краской без липкого слоя по просохшему топу. Перед покрытием топа просушите дизайн 1 минуту. Я очень люблю матовый топ, но вы, конечно, можете использовать глянцевый. Перекрываем наш дизайн и сушим 2 минуты. Только посмотрите, какой милый осенний дизайн у нас получился. Я уверена, у вас не составит труда его повторить. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь. Впереди много интересного. Всегда ваша Вита Протасова.